Представляю вашему вниманию начало поистине уникальной карьеры со своими особенными условиями и правилами. Я буду с помощью мода добавлять единицу рейтинга каждому игроку, который по итогам месяца будет попадать в команду месяца. Если что, туда могут попасть максимум 4 игрока нашей команды. Тем самым у игроков стираются ограничения, и любой может в будущем иметь 99 рейтинг. Что же касается условий, играть я буду за один из самых слабых клубов АПЛ – Вулверхэмптон. Всего в АПЛ будет таких 9 команд месяца за сезон. Играть я к тому же буду придерживаясь изначальной тактической схемы команды. Не будет никаких трансферов и ротаций, чисто состав из 11 игроков, которые будут играть все матчи. Против усталости я буду использовать мод, где можно всегда иметь максимальную фит-подготовку, а в случае травм или дисквалификации буду восстанавливать игроков при помощи усилителей. Ну а самое главное усложнение этой карьеры вы узнаете, когда познакомитесь с составом. Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Знакомьтесь, компания 11 игроков, которые будут с нами всю эту карьеру. Жозе Са на воротах. В защите Сахид Олагунджу, Ладислав Крейчий, Мэтт Дорти. Полузащита Уго Буэно, Декстер Лембикиса, Жан Рикнер Бельгард, Энсо Гонсалес. Под нападающим Адам Армстронг, Хуан Хичхан и на острие Матеуш Мане. Однозначно у всех вас возникает вопрос, а что с составом? Почему на некоторых позициях настолько слабые игроки? Прежде чем наши уникальные правила про прокачку игроков вступают в силу, я должен был вывести всех игроков команды на пик. В моде есть бесконечные тренировки, если что. Но прогресс некоторых игроков был слишком хорош, и меня это не устраивало. И я решил собрать состав чисто под изначальный рейтинг стартового состава Вулверхэмптона, но при этом рассчитывая только на тех футболистов, которые уже есть в команде. Ну и так получилось, что на некоторых позициях почти что все игроки прокачивались, и другие варианты на эту позицию в команде оказались слишком слабыми. От этого и получился защитник с жалким рейтингом 51 и опорник 68. Но от этого как будто бы будет только интереснее бороться за выживание в АПЛ и наблюдать за медленным прогрессом игроков. Ну и все-таки получится ли нам не вылететь в таких условиях? Первый матч против Лидса мы проигрываем со счетом 2-1. Также проигрываем Челси 2-0, ну и очевидно еще и проигрываем Ливерпулю 3-1. А вот Бернли все-таки с минимальным счетом удалось победить. И на мое удивление, этого оказалось достаточно, чтобы один наш игрок попал в команду месяца. Следующий месяц у нас начался со второго раунда Кубка Английской Лиги, где мы победили Сток-Сити 3-0. Затем в АПЛ победили с трудом Кристал Пэлас 3-2, скатали на нулевую ничью против Сандерленда, проиграли с минимальным счетом Брайтону и прошли дальше в 1/8 стадию Кубка Английской Лиги, победив Плимут со счетом 2-0. Ну и в концовке еще победили Эвертон, причем с довольно хорошим счетом 4-2. И благодаря таким результатам я вижу сразу 4 игроков в команде месяца. Наша команда находится просто в великолепной форме. Они победили Манчестер Юнайтед с минимальным счетом, потом еще и победили Ноттингем 2-1. С таким же минимальным счетом победили Ньюкасл и разобрали с Борнмутом 2-1. А единственное поражение в этом месяце для нас было от Вест Хэма со счетом 3-1. Ну и снова хорошие новости, что касается команды месяца. Дальше у нас минимальное поражение от Тоттенхэма, минимальная, но уже победа над Фулхэмом, а в 1/8 Кубка Английской Лиги наш путь не заканчивается, одолели Бернли с минимальным счетом. Затем еще победили Астон Виллу 2-1, а вот Арсеналу выдали такой бой, но, к сожалению, проиграли. Ну и прокачка наших футболистов продолжается. Следующий месяц для нас начался с неудачного матча против Манчестер Сити, поражение 4-1. Зато получилось минимально переиграть Брентфорд. Затем снова проигрываем Лидсу 4-1. Также проиграли Челси 2-1 и с таким же счетом вылетели с четвертьфинала Кубка Английской Лиги от Ливерпуля. Ну и снова у нас с ними реванш, но уже в рамках АПЛ, и тут мы хотя бы сумели забрать 1 очко. Ну и уже в третьем в этом сезоне с минимальным счетом обыгрываем Бернли. Месяц получился крайне неудачным, но наши игроки здесь все так же присутствуют. Очередная потеря очков получилась из-за минимального поражения против Кристал Пэласа. С четвертым раундом Кубка Англии мы справились без каких-либо проблем. Победа 5-1. Но в АПЛ у нас все так же кризис. Ничья 2-2 против Брайтона, поражение от Сандерленда 2-0
И с таким же счетом мы вылетаем с 1/16 Кубка Англии от Астон Виллы. При всем этом у нас аж 4 игрока в команде месяца. Февраль для нас начинается с нулевой ничьей против Эвертона. Затем с разгромным счетом 5-0 отлетаем от Манчестера Юнайтеда. Ничья 1-1 против Ноттингема. И такая же ничья против Ньюкасла. 3 ничьи и 2 поражения, но все равно здесь есть наши игроки. И долгожданная победа! Нашей жертвой стал Борнмут, проиграв нам 2-0. И сразу после этого тотальнейший позор. Как мы могли проиграть Вестхэму со счетом 1-7? Это же такая же команда, борющаяся за выживание, как и мы. После этого минимально уступаем Тоттенхэму и забираем 1 очко против Фулхэма 2-2. Хорошо хотя бы, что продолжается прокачка наших игроков. Наши неудачи продолжаются поражением от Астон Виллы 3-1, разгромным поражением от Арсенала 6-0, но с каким-то чудом мы одолели Манчестер Сити 3-1. И впервые в этом сезоне в команде месяца нету ни одного нашего игрока. Но в последнем туре АПЛ мы еще умудрились проиграть Брентфорду 1-3. Не знаю даже, какое у вас сложилось мнение по таким результатам нашей команды, но мы довольно спокойно справились с задачей сохранить прописку в АПЛ. 12-я строчка, 46 очков, не самые выдающиеся нападения, не самая выдающаяся оборона, ну даже близко. Но очки стабильно мы набирались, 13 побед, 7 ничьих, 18 поражений. Да, довольно было плохо, но вот первый отрезок сезона мы провели просто шикарно. Мы даже в какой-то момент претендовали на 8-ю строчку АПЛ. Даже могу похвастаться тем, что на 12-й строчке в гонке бомбардиров АПЛ есть Адам Армстронг, забивший 20 голов. А по голевым передачам на последней строчке этого топа есть Жан-Рикнер Бельгард, который ассистировал 8 раз. Статистика, конечно же, получилась разочаровывающей. За 44 сыгранных матча у нас только 17 побед, 7 ничьих и целых 20 поражений. То есть поражений больше всего. 39% побед. Очень слабая статистика, но в целом подобное и ожидалось. Как-никак нужно привыкнуть к тому статусу, что у нас команда, борющаяся за выживание. Что касается рекордов, по победе 5-1 в Кубке у нас было. Вестхэму поражение 1-7, мне кажется, еще долго здесь будет висеть. Учитывая, что мы даже с грандами АПЛ так плохо не играли. Я не удивлюсь, если до конца карьеры здесь так и провисит это рекордное поражение. Что касается победной серии, она продлилась даже 6 матчей, так же как и матчи без поражений. Ну, слабенько, но что-то да есть. Ну а так выглядит наш состав по итогам этого сезона. Многие понемножку спрогрессировали, а Ладислав Крейчи чуть ли не в каждой команде месяца был, и благодаря этому у него уже рейтинг 94. Вот это шикарно. Я думаю, что уже по итогам следующего сезона у него будет максимальный рейтинг 99. Вообще, что касается прогресса игроков, то мы спрогрессировали на плюс 41. Кажется, что это круто, но на самом деле у нас в составе 11 футболистов. 41 делим на 11, получается, что средний рейтинг стартового состава даже на 4 не увеличился. Так что рассчитывать, что в следующем сезоне наша команда будет бороться не за выживание, как сейчас, ну это маловероятно. Тем более, самая главная наша проблема — это Сахид Олагунджу, который так и ни разу не спрогрессировал в этом сезоне. У него все так же рейтинг 51, он с огромнейшим разрывом самый слабый по средней оценке игрок нашей команды, ну и такими темпами он даже близко не будет претендовать на команду месяца. Я в будущем, конечно, подумаю над тем, чтобы добавить еще какое-то правило, связанное с прокачкой игроков, чтобы я хоть как-то смог этого игрока подтягивать, потому что иначе мы застрянем в статусе аутсайдера АПЛ, борющегося за выживание на много сезонов. И я сомневаюсь, что у нас вся команда сможет тащить чисто одного слабого игрока к хорошим результатам. Тем более, вы упускаете еще один важный момент. Вот этот Крейчи, который у нас сейчас 94-м рейтингом, он когда получит 99-й, он все так же будет попадать в команду месяца и занимать один слот. А он с таким крутым рейтингом будет вообще каждый раз попадать, даже в самые худшие месяца нашей команды. Но что будет происходить с нашей командой в следующем сезоне, вы уже узнаете в следующем выпуске. Надеюсь, это видео, как и в целом эта идея, вам понравилась. Ну и также можете написать в комментариях свои какие-то предложения, что можно здесь придумать. Ну и надеюсь, что вы отблагодарите меня за такой контент лайком. Также подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений. Желаю вам успеха и надеюсь, увидимся в следующих выпусках.